Привет! До показа геймплея игры остались считанные дни, так что думаю пришло время поведать вам об абсолютно всех группировках, которые появятся в Stalker 2: Сердце Чернобыля. Это видео я начал делать довольно давно, поэтому некоторые вещи уже даже официально подтвердились, например, свободовцы в баре и женщины. Итак, если вас терзают вопросы, почему Долг не выбит свободу с территории завода Росток, кто же на самом деле основал группировку Полдень, кем были монолитовцы до того, как стали религиозными фанатиками, и что же такое этот ваш договор D4, который упоминается в шифре и официальных материалах к игре, то это видео точно для вас. Но прежде чем мы начнем, я сразу уточню, что здесь не будет вырезанных группировок, таких как Закон и Рубеж. Про первую я делал отдельный шортс, а про вторую неизвестно ничего, кроме названия. И еще, конечно, в видео будут присутствовать незначительные спойлеры. Без этого, увы, никак не обойтись, но всякие сюжетные повороты я вам раскрывать не стану, разве что в самом последнем блоке видео, но там будет соответствующая планка. Так, что-то я подзатянулся вступлением, но все же лучше вас было обо всем этом предупредить. Желаю вам приятного просмотра. А все-таки накоплю я на свой домик, чтоб у речки и лес рядом. И ни радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Конечно, я не мог начать ни с какой другой группировки, потому как именно вольные, ранее именуемые одиночками, и являются основой сталкерства. Сразу после возникновения зоны обычные люди хлынули навстречу неизведанному. В основном они занимались выполнением различных поручений, а также добычей аномальных образований с целью хорошего заработка. Работа опасная, но оплата гораздо выше, чем на Большой Земле. Несмотря на большое количество размещенных по периметру зоны кордонов, сталкерство приобрело большой размах. Одним из самых популярных мест для начинающих сталкеров, конечно же, стала деревня новичков. Формально лидером там является Волк, но после того, как он пошел погреться в костре на армейских складах, на его место встал Фанат. На самом же деле в деревне новичков всем заведует местный торговец Сидорович, который снабжает новоприбывших начальным снаряжением, а также выдает все различные задания. К тому же у него есть договор с ближайшим блокпостом военных, чтобы те не обращали внимания на небольшой отряд вольных, находящийся буквально у них под носом. И конечно, в Stalker 2 деревня новичков тоже будет. Об этом мы официально узнали еще в 2020 году. К тому же, в Сердце Чернобыля появится еще одна локация, через которую новички прибывают в зону. Именуется она Малая Зона и территориально располагается там, где в приквеле были болота. И, кстати, интересный факт. Действие трейлера «Болты и пули», как и демо-версии, которые возят по игровым выставкам, происходит исключительно на территории Малой Зоны, ведь именно она и станет стартовой локацией в игре. Главной базой вольных сталкеров в Малой Зоне будет село Залесье, скриншот которого был показан в журнале PC Gamer аж в 2021 году. Заправлять лагерем будет некий батя. Местные поговаривают, что он знает даже самого Шрама. Лидера одиночек, кстати, можно лицезреть в трейлере «Иди ко мне». В целом, вольных сталкеров сложно назвать единой группировкой. В основном это небольшие отряды по несколько человек, или вообще сольные ребята. В Stalker 2 эта тенденция продолжится, и небольшие скопления вольных сталкеров мы сможем встретить на всей территории зоны. А ну, чики-брики в дамке! Любители маслин появились в зоне почти в одно время с вольными, но решили пойти более легким путем. Зачем лезть в опасную аномалию, рискуя жизнью, если можно просто гоп-стопнуть сталкера, который под действием страха отдаст тебе и артефакты, и снарягу, и все свои деньги. Основную массу бандитов составляют люди, прибывшие из мест не столь отдаленных, так сказать, пришли из одной зоны в другую. Но бывали случаи, когда и вольные сталкеры переходили на темную сторону. Вооружены бандиты в основном крайне плохо. Треники и кеды, в которых они пришли с большой земли, да какая-нибудь гадюка или калаш, а то и вообще ПММ. Бандитов объединяет не какая-то общая масштабная цель, как, например, у Долга или Свободы, а воровской уклад и специфичный говор, который сыграл немалую роль
в популяризации серии игр Stalker. Представьте, каково было бы без всяких «я маслину поймал», «обходи эту шелупонь», «чики-брики» и прочего. Единого лидера у группировки никогда не было, но были так называемые паханы, такие как Йога и Боров, возможно даже Султан, которые заправляли большими отрядами бандитов. Основные их базы располагаются на территории Свалки и Темной долины. Кстати, в Stalker 2 эти локации объединят, да и вообще там переходов между локациями больше не будет. Большой открытый мир. Почему же бандиты выбрали себе именно такое расположение? Да все просто, неопытные сталкеры, которые зарабатывали копейки у Сидоровича, решают пойти вглубь зоны, надеясь на хорошую оплату своего труда. И самый прямой путь до бара, конечно, через Свалку. Тут-то их и принимают бандиты. Такую схему мы видели в Тени Чернобыля, на примере Юрика, и в Чистом небе, уже на собственном примере. В центре зоны бандиты тоже имеются, но численность их небольшая. Например, отряд Валета не сравнится с огромной бригадой Борова. На момент событий Stalker 2 в зоне многое изменилось. Почти 10 лет прошло как-никак. Все-таки появилась база бандитов в центре зоны. Ну, как в центре, карту-то переделали, и теперь это окраина. Видимо, по канону Дегтярева не интересовала ачивка «Свой парень», и он помог подмять Султану Скадовск под себя, да еще и переименовать его в Султанск. А Бороду, как и вольных сталкеров, насильно переселили на другой сухогруз. Базы же, находящиеся на Свалке, никуда не делись. Бандиты все так же орудуют в депо, о чем мы знаем из трейлера «Иди ко мне». А небольшие отряды, как и в случае с вольными сталкерами, мы сможем встретить по всей зоне. Отношение же бандитов и главного героя будет примерно такое же, как в Зое Припяти. То есть иногда нам придется в них пострелять, но порой будут моменты, когда Скиф сможет выбрать и сторону братков в каком-нибудь конфликте. Ах да, совсем забыл, у нас же в Stalker Чистое Небо была такая группировка, как Ренегаты, которая по сути почти полная копирка с бандитов, и была добавлена в игру только по техническим причинам, чтобы при первом посещении Свалки люди-йоги не были к нам враждебны. Скорее всего, в Stalker 2 нам расскажут, что обе эти группировки просто объединились, если разработчики вообще не забыли про ренегатов. Зона — это сталкеры. Сталкеры — это свобода. Будь сталкером до конца. Вступай в свободу. Первая группировка в серии игр Stalker, в ряды которой можно вступить. И я не считаю, что это баг, иначе бы эту фишку вырезали в консольном порте Тени Чернобыля. Цель группировки — сохранить зону такой, какая она есть, и сделать информацию о ее тайнах общедоступной. Считают, что зона открыта для всех, и она величайший дар человечеству. Хоть группировка и является анархисткой, и в ней нет жесткой иерархии, но во время выполнения операций свободовцы всегда слушают своего командира, хоть и на задания ходят лишь с тем, кого уважают. Неизвестно, когда и кем она была основана, но в Чистом Небе упоминается, что Чехов и Щукин вместе поднимали свободу, но, возможно, они были просто в числе первых ее участников. Вооружены они преимущественно натовским оружием, хотя и от отечественного тоже не отказываются. К тому же, во время событий Stalker Тень Чернобыля имеет в своем арсенале целых 2 шестиствольных ручных гранатомета Bulldog 6. Одеты бойцы в желто-зеленый камуфляж, хотя в Stalker 2 их дизайн немного изменили, и теперь они больше напоминают вольных сталкеров. Но в то же время на официальных концепт-артах нам показывали свободовца в традиционных цветах. И еще, если внимательно посмотреть трейлер Бродяга, то можно заметить, что Скиф одет в броню, ну уж очень похожую на свободовскую. Хотя, может, я и ошибаюсь, и это броня военных. Интересный факт, о котором мы рассказали уже все, кому не лень, заключается в том, что именно в рядах Свободы есть хотя бы один предатель в каждой части серии. В Чистом Небе Щукин сливал инфу наемникам, в Тени Чернобыля Павлик также сливал инфу Синдикату, а вот в Зове Припяти есть Флинт. Он не совсем предатель, хотя со щепкой-то он поступил не по-людски, бросив умирать его в аномалии, но конкретно Свободе он не навредил, разве что репутационно. Кто знает, может в Stalker 2 тенденция с предателями сохранится, но об этом мы узнаем лишь на релизе.
На момент событий Сталкер 2 группировка имеет нейтралитет с долгом. Не то чтобы это их личное желание, скорее вынужденная мера. Но не как, например, в Зове Припяти, только на Янове в пределах одного лагеря, а по всей зоне. Подробнее расскажу чуть позже. Но несмотря на условный нейтралитет, главные представители свободы, такие как Миклуха и его заместитель Макс, будут нанимать вольных сталкеров, в том числе и Скифа, для шпионажа за заклятым врагом, а иногда даже для уничтожения небольших отрядов долга. И в целом это не новшество, даже в Сталкер Тень Чернобыля у Лукаша можно было взять квест на уничтожение одного из командиров долга. В то же время полковник Петренко просил ликвидировать сталкера из Свободы. Кстати, Миклуха, текущий лидер группировки, упоминается еще во все том же оригинальном Сталкере. В диалоге со случайными свободовцами можно узнать, что он с небольшим отрядом еще до отключения выжигателя смог прорваться через барьер и продержаться там целый месяц, да и к тому же никто из его отряда не пострадал. Также в игре можно найти тайник «Запасы лидера свободы», в котором упоминается, что Миклуха был лучшим лидером за все время. И похоже, что он до сих пор остается таковым. Например, на момент Сталкер 2 у группировки появилась собственная пекарня. Свободовцы буквально стоят в очереди за свежим хлебом и очень благодарят своего лидера в этот момент. А если занять очередь, то в конце нас даже угостят свежим батоном. К тому же в разговорах со случайными NPC можно встретить упоминание о том, что именно Миклуха ответственен за появление в зоне электронных купонов, а до этого все ходили с бумажками. Что странно, ведь еще в событиях Чистого неба, при первом посещении свалки, бандиты требуют КПК для того, чтобы Шрам дал им деньги за проход. Хотя, возможно, они просто как-то ставят отметки о том, что пошлина прошла. К сожалению, не все в зоне разделяют энтузиазм свободовцев. Зачастую при общении со случайными NPC можно встретить следующую фразу: «Сковелась свобода, понял? Продавать за цацки вот эти блестящие». Вдобавок, в дизайн-документах упоминается, что группировка скатилась в коммерцию после занятия территории завода «Росток». Она сделала его местом свободного предпринимательства и организовала там крупнейший в зоне черный рынок в здании бывшей арены. We had a simple choice. Sit back and just wait for another super emission, or take a chance and get control of the anomalous energy. И вот мы переходим к первой полноценной новой группировке в Сталкер 2. Хотя наблюдательные фанаты знают, что упоминание НИИ-ЧАС можно было заметить еще в концовке Зова Припяти. Если стрелок выживает при эвакуации военных, то передает свои знания о зоне в руки СБУ, и правительство Украины строит НИИ-ЧАС, а сам стрелок позже занимает в нем место главного научного сотрудника. Об этом, кстати, больше должен был рассказать еще тот Сталкер 2, разработку которого заморозили в декабре 2011 года. На видеоряде как раз он и демонстрируется. Хотя я не уверен, что в текущем Сталкер 2 с подзаголовком «Сердце Чернобыля» будут какие-то упоминания о том, что стрелок когда-то там был частью НИИ-ЧАС. Лично мне ничего подобного найти не удалось. А ведь я провел в билде уже не 100 часов. Территориально располагаться институт будет на краю зоны, в ее восточной части, если точнее. Неизвестно, когда именно он был построен, но из РГ-ивента, у нас более известного как Шифр, можно узнать, что в 2014 году он уже функционировал. НИИ-ЧАС будет кардинально отличаться от того, что мы привыкли видеть в зоне. Это абсолютно новый технологичный комплекс, который, кстати, красуется на официальном кей-арте игры. Вот это здание и есть НИИ-ЧАС. К тому же, издалека нам его показывали в первом геймплейном трейлере на E3 в 2021 году, в сцене на крыше с неизвестным. Вишенкой на торте является то, что мы даже видели интерьер комплекса. В трейлере Бродяга нам на несколько секунд показывают институт изнутри, а помимо этого 3 представителей группировки. Из интересного можно заметить, что ходят на работу они в пиджаках, 2 научных сотрудника в белых, а их лидер, директор НИИ-ЧАС, Дмитрий Валентинович Далин, в классическом черном.
Его голос, кстати, мы слышали в другом трейлере Enter the Zone, в котором он дает интервью неизвестной девушке. Вероятно, что этим трейлером ГСК намекнул игрокам на то, что в Stalker 2 в зоне появятся женщины. Точно так же, как и представители Свободы, Далин считает, что 2006 год был не трагедией, а подарком всему человечеству, что зона — это неиссякаемые возможности, которые нельзя прятать за высокими стенами. Об этом мы сможем узнать из вырезки из научного журнала при одном из вариантов прохождения игры. В трейлере Бродяга Далин оправдывается перед Скифом за что-то, и у меня есть небольшая теория на этот счет. Институт функционирует уже давненько, как минимум 7 лет. Если что, действия игры будут происходить летом 2021 года. Да, это оказывается тогда была не дата выхода. И это, да и это тоже. Так, что-то мы отвлеклись. Так вот, я думаю, что правительство не устроило то, что деньги в институт инвестируются, а результата особо никакого нет. Поэтому Далин решил рискнуть и провести какой-то эксперимент. И, по всей видимости, неудачный, да вдобавок и навредил Скифу, за что, собственно, и оправдывается. Но что на самом деле сподвигло директора NeoChess на такой поступок, мы узнаем лишь на релизе. Стоит упомянуть, что комплекс NeoChess — это огромная крепость, защищенная от аномалий, мутантов, недоброжелательных группировок и даже выбросов. Думаю, будет очень приятно любоваться багровым небом через панорамные окна института. На территории комплекса мы встретим немало его сотрудников, которые, как ни странно, будут заниматься изучением Чернобыльской аномальной зоны. То есть мутантов, аномалий и артефактов, которые даже будут создавать на так называемой ферме. И тут нет ничего удивительного, ведь еще в тени Чернобыля при разговоре с Сахаровым упоминается, что артефакт пленка был создан в лабораторных условиях. Помимо этого, часть сотрудников и, конечно же, директор Далин, скорее всего, втайне от правительства будут заняты изучением пси-энергии и разработками проекта X. Мои люди до сих пор лежат там, и я даже не могу их похоронить! Самая сильная группировка в предстоящем Stalker 2. Пожалуй, единственная фракция, о которой у нас достаточно официальной информации. Намекнули нам на нее еще в геймплейном трейлере с E3 летом 2021 года. Но тогда все лишь гадали, что же такое эта ваша Варта. Но уже в декабре того же года разработчики дали интервью, опубликованное в журнале PC Gamer. В нем и приоткрыли завесу тайны. Варта — это своеобразная полиция зоны, которая появилась на ее территории вместе с NeoChess. Помните, я говорил, что ученые из института хорошо защищены от мутантов и враждебных группировок? Ну не сами же пиджаки будут стрелять по противникам, они ведь не такие мощные, как Круглов. Помимо защиты самого института, Варта будет рассредоточена практически по всей зоне для тотального контроля мутантов и группировок. Ее лидером является полковник Александр Коршунов, который довольно часто мелькает в трейлерах игры. Он опытный солдат и лично набирал бойцов в свою группировку, которая по сути является полноценной армией. К тому же находится в зоне абсолютно легально. Идеология немного напоминает группировку Долг, отчего многие игроки считают Варту просто копиркой. Хотя, к сожалению, Долг уже потерял былое величие, но об этом чуть позже. Да и вартовцы не собираются уничтожать зону, их больше интересует ее тотальный контроль. На момент начала Stalker 2 ни одна группировка в открытую не воюет с Вартой. Да, почти вся зона их недолюбливает, но конфликтовать боятся. Если представители Варты что-то требуют, то остальные группировки это беспрекословно выполняют. И неважно, вольные это, свободовцы или бандиты, слушают все, иначе смерть. Так, во время прохождения основного сюжета мы сможем лицезреть, как Коршунов вместе с бойцами за считанные секунды, без боя, занимает одну из ключевых баз бандитов. У группировки будет две ключевых базы. Одна из них на территории химзавода. Его мы видели в трейлере с E3 2021 года, в моменте перестрелки с бандитами. Именно там и будет располагаться кабинет полковника.
а также лазарет, который был показан в трейлере «Иди ко мне». Вторая же база будет находиться на территории лагеря Икар, прототипом которого стал реальный заброшенный пионер-лагерь в Ленобласти. И вообще это далеко не единственный объект в Stalker 2, референс которого брали с заброшенных зданий России. К тому же, помимо нахождения на 3 ключевых точках, смотрящие за порядком небольшие отряды варты будут распределены по всей зоне, особенно рядом с большими лагерями. Так их штаб можно будет лицезреть на территории Залесья уже на первом часе прохождения игры, и по желанию даже встать на их сторону. Кстати, вестник того самого Сталкера однажды ввел своих подписчиков в заблуждение, сообщив, что тизер с финальной датой релиза происходит на территории химзавода. Но нет, эта локация называется маршрутный элеватор и находится примерно в полукилометре от главной базы варты. Да, близко, но это то же самое, что сказать, что АТП это деревня новичков, ведь близко же. Стоит заметить, что несмотря на то, что вольных сталкеров варта контролирует не так сильно и даже разрешает им свободно перемещаться по зоне, в отличие от полноценных группировок, все же относится она к сталкерам с большим презрением. Многие из полицаев считают, что если бы они вовремя не появились в зоне, то сталкеры просто поубивали бы друг друга, ведь вартовцы не раз становились свидетелями стычек сталкеров из-за какого-нибудь старого хлама, которым у подопечных Коршунова буквально завалены склады. Мы верим в нашу победу! Верим в то, что зона будет уничтожена! Группировка была основана бывшим военным, капитаном Таченко, который, побывав в зоне и ужаснувшись от увиденного, создал долг с целью защитить мир от заразы зоны. Себе же он выдал звание генерала долга. Так как группировка состоит в основном из бывших военных, то и иерархию в виде званий он решил оставить, а также выдавать награды за особые заслуги. Так, в одной из вариаций концовок Зоо Припяти говорится, что Зоус был награжден высшей степенью награды долга, орденом Серебряный щит, посмертно. В основном долговцы вооружены советским и российским оружием, а экипированы в красно-черные бронежилеты, отличительная черта которых хорошая степень защиты от мутантов, пуль и осколков. Главные противники группировки Свобода верят в то, что зона должна быть уничтожена. Или верили, ведь на момент событий Stalker 2 долг уже совсем не тот, что раньше, и от войны со Свободой почти ничего не осталось. Теперь это больше похоже на ребячество. А всему виной Варта и договор об особом взаимодействии D4. В 2015 году в ходе войны группировок Долг и Свобода изрядно потрепали друг друга. В то же время в зоне как раз появляется абсолютно новая многочисленная группировка. Бойцы свежие, одеты с иголочки, оружие прямо с завода. Первое время долговцы пытались противостоять Коршунову, но надолго их не хватило, и Воронин был вынужден подписать договор о разграничении сфер влияния, который запрещает Долгу не только нападать на своего старого врага, но и покидать закрепленную территорию. Тем самым долговцы стали заложниками цементного завода и могут лишь патрулировать его окрестности. Вероятно, примерно такая же ситуация была и со Свободой, но подробности пока выяснить не удалось. При посещении новой базы Долга сразу заметен контраст. Люди не особо-то довольны своим командиром. Как же свободовцы радуются свежеиспеченному хлебу. И как долговцы жалуются на то, что им приходится либо перекладывать бумажки в штабе, либо ходить в патруль, в котором ничего не происходит. Хотя долговцы стараются не унывать и даже основали новый бар взамен того, что потеряли, и назвали новое место отдыха Обочина. Конечно, многим бойцам не нравится текущее положение дел и то, что Долг потерял былое величие. Так, втайне от генерала Воронина и, конечно же, полковника Коршунова, один уже знакомый нам по трилогии представитель группировки будет выполнять вылазки на территории подконтрольной Варте, а иногда даже просить об этом вольных сталкеров, например, Скифа,
Возможно, будет квест, когда мы поможем ему сместить Воронина с поста лидера долга. Но, скорее всего, это произойдет уже лишь в Stalker 3. Либо же в модах. Граждане, зона смертельно опасна. Мы защищаем не зону от вас, а вас от зоны. Не подвергайте опасности своей жизни. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Уникальный случай, одновременно и новая, и старая группировка. До событий Stalker 2 служба охраны периметра не была международной, а состояла исключительно из украинских военных. Но спустя некоторое время после появления на территории зоны НИИ час, уже за периметром начали происходить техногенные аварии. Данная проблема очень забеспокоила Альянс Объединенных Наций. Скорее всего, это какая-то выдуманная организация, так как нагуглить у меня ничего не вышло. Так, к моменту появления скифа в зоне, по всему ее периметру уже будут присутствовать все различные КПП с находящимися там представителями МСОП. Один из таких КПП мы даже видели в трейлере «Иди ко мне». Да и как будут выглядеть обновленные военные, можно лицезреть все в том же трейлере. Неизвестно, из какой именно страны будут бойцы данной группировки. Возможно, будет некая сборная солянка, а возможно, Альянс Объединенных Наций лишь помогал возводить периметр зоны и контрольно-пропускные пункты, а МСОП так и остался по сути той же группировкой военные, которые легко тебя пропустят за 500 денег, ведь даже спустя столько лет сталкерство все еще процветает. Главная задача Международной службы охраны периметра – это, как ни странно, охрана самого периметра, а все, что будет дальше, их уже не касается. Подумаешь, проглядели парочку сталкеров. Там, в глубине зоны, уже разберется Варта. Стоит отметить, что МСОП не будет иметь никаких признаков украинской символики. Возможно, это объяснят смены руководства, а возможно никак. Но сделано это, скорее всего, чтобы у нас не было возможности стрелять именно в украинских военных. А в целом, несмотря на смену названия, по своей сути группировка все та же. Разве что вглубь зоны она больше не суется, а гуляет исключительно по окрестностям. Но к вольным сталкерам некоторые отряды военных уж точно будут враждебны. Мы это сможем наблюдать при посещении села Заполье, находящегося неподалеку от дуги. И еще одна очень интересная деталь. В трейлере Бродяга показан флешбэк с операцией Монолит. На дворе должен быть 2012 год. Это тот самый момент, когда Стрелок пытается пробраться в саркофаг. Мы точно знаем, что тогда еще были обычные военные. Но если присмотреться, то можно заметить новые нашивки на противниках монолитовцев. То, что это именно новая группировка, которая в английской локализации будет называться IPSF, мы знаем из нашивок, которые дарили на Gamescom в 2023 году. А трейлер Бродяга, напомню, вышел в декабре 2023 года. Тут только два возможных варианта, на мой взгляд. Либо в трейлере ляп и разрабы банально не доглядели, либо же нам просто сообщат, что обычных военных в ЧЗО никогда не было и всегда существовал лишь МСОП, что было бы весьма странно. Поворачивай глобли, сталкер, тебе здесь делать нечего. По мнению многих, самая загадочная группировка зоны, в существование которой большинство даже не верят, хотя изначально она могла стать не такой уж и тайной, по крайней мере для игрока. Все дело в том, что на одном из поздних этапов разработки Stalker Тень Чернобыля планировалась локация Мертвый город, которую мы все знаем из бесконечного числа модов. Именно на этой локации в здании Коопторга должна была располагаться главная база наемников, и мы даже попадали к ним в плен вместе с доктором, а после должны были сбежать. И диалоги о мертвом городе есть даже в релизном Тени Чернобыля. И если забагать доктора, только прошу, не называйте его болотным, то можно наткнуться на вырезанные реплики. Вернемся к наемникам. Суть группировки можно легко уловить из названия, а из логотипа их главную цель – заработать деньги. Любой ценой. Берутся они за выполнение только высокооплачиваемых заданий. В основном это либо заказное убийство, либо же поиск какой-нибудь секретной документации.
Передвигаются по зоне небольшими отрядами, экипированы в синие комбинезоны, напоминающие САС, а в тени Чернобыля у многих представителей этой группировки даже был иностранный акцент. Вооружены же в основном натовским оружием под калибр 5,56. К вольным сталкерам наемники относятся нейтрально, но только если их цели никак не пересекаются. Например, в Зое Припяти можно спокойно поговорить с тесаком на цехах по станции, или же с отрядом Черного. По крайней мере до тех пор, пока они еще охраняют научную мобильную лабораторию. Кто же является текущим лидером наемников и кто их заказчики с большой земли, для нас, скорее всего, всегда будет оставаться тайной. И в Stalker 2, конечно же, тоже не обошлось без этой группировки. С ней, например, мы столкнемся во время прохождения задания по поиску секретных документов, из которых мы выясним, когда же появились самые первые аномалии в зоне. И я обещаю, при прохождении вы будете очень сильно удивлены. Когда же с документами на руках мы вернемся к заказчику, то вместо него нас встретит отряд наемников, с которыми Скиф очень плотно побеседует. Также стоит упомянуть, что протагонистом Stalker Чистое Небо является наемник Шрам. Но вот причастен ли он к синдикату, или это всего лишь наемный вольный сталкер, коим мы по факту и являемся в игре, это уже хороший вопрос. Да, у нас прописана группировка наемник, но вот только визуально. А технически это просто группировка Актор, как и у Стрелка в Тени Чернобыля. Так что, возможно, Шрам не имеет никакого отношения к этой тайной группировке. Надеюсь, что в Stalker 2 нам раскроют подробности его судьбы после событий Чистого Неба. Take a look around. А вот эта группировка уже поистине самая загадочная. Знаете, когда только началась вся эта тема со сливами, еще больше года назад, я подумал, что выпущу полноценное видео о ней, как это было с Полднем и Вартой, хотя те видео сейчас недоступны из-за страйков. Но даже сейчас, спустя столько времени, проведя в билде не 100 часов и даже изучив почти все квесты, я не могу вам абсолютно четко объяснить, чем же является эта самая искра. Но я попытаюсь. Итак, по сути группировка состоит из двух частей. Первая, более официальная. Это ученые, база которых расположена в НТЦ Малахит. Они напрямую подчиняются НИИ-ЧАС. Именно они отвечают за изучение такой архианомалии, как Маковое поле. Но, как говорят представители НИИ-ЧАС, исследования ученых с Малахита пока не дают результата. Конечно, все научные исследования они должны проводить сами, но иногда нанимают для этого вольных, так как у простых сталкеров побольше именно полевого опыта. Скиф тоже не является исключением. Например, именно один из ученых Искры отправляет нас на поиски информации о самых первых аномалиях на территории зоны. Именно этот квест я упоминал при рассказе о наемниках. В дизайн-документах они обозначены как «правильное чистое небо», и вряд ли тут подразумевается размышление на тему о том, а что было бы, если бы в приквел Тени Чернобыля не завезли войну группировок. В других же документах написано, что это ученые с целью. Но с какой? Да и зачем вообще в зоне очередные ученые, когда уже есть НИИ-ЧАС с передовыми технологиями? К сожалению, я не могу вам ответить на эти вопросы. Но вот что я могу, так это рассказать небольшую предысторию группировки, которая началась еще аж в Зове Припяти, с небольшого отряда, состоящего из 4 сталкеров – Булавы, Духа, Змея и их лидера Тополя. Во времена событий Зова Припяти отряд находится на контракте у местных ученых, и мы даже можем им помочь, вернее мы обязаны, ведь эти действия каноничны. Взяв у профессора Германа, который, кстати, тоже появится в Stalker 2, линейку квестов на помощь в научно-исследовательской деятельности, мы обязуемся сопровождать отряд Тополя сначала к источнику пси-излучения, а позже к местам проведения замеров на пепелище и плавнях. Если все пройдет плавно и без потерь с нашей стороны, то позже, подойдя к бункеру ученых, мы обнаружим, что отряд Тополя хорошенько приоделся и переквалифицировался в научно-оперативную исследовательскую группу «Искра». Именно эта группа и превратится в последующем в полноценную научную группировку под управлением профессора Озерского. Правда, будет ли в Stalker 2 сам Тополь и почему лидером является не он, я сказать не могу. Но есть же и другая часть группировки.
Подпольные, эдакие партизаны, борцы за будущее зоны. Их главная цель — это противостоять Варте и Нейчас, но не в открытую, а из-под тишка. Конечно, Коршунову и Далину известно, что в зоне есть небольшая группа повстанцев, но то, что это часть группировки ученых, которая напрямую подчиняется Нейчас, они не в курсе. А все потому, что подпольная часть группировки маскируется. Официальная часть Искры будет экипирована в синий вариант комбинезона Сева, и скорее всего в научные халаты и пиджаки, как ученые из института. Но это уже не точно. А вот повстанцы будут притворяться обычными вольными сталкерами, ведь на них не действуют ограничения по передвижению в зоне. И одного такого замаскированного сталкера мы уже видели в трейлерах. Но кто это, я раскрывать не буду. Лучше сами узнаете на первом часе игры. Лидером этой подпольной части группировки будет весьма неразговорчивый сталкер по прозвищу Стар. Но позже выяснится, что на самом деле руководит партизанами не он, а другая, уже знакомая нам по трилогии фигура. Но это уже спойлеры. Начало повстанческой части группировки идет из РГ-ивента, известного как Шифр. Там мы как раз помогали некой группе Проблеск в борьбе с Нейчас. Неясно, как эти две группировки внезапно стали одной. Было ли какое-нибудь объединение Проблеска и Искры, или же во время Шифра Искру еще не придумали, а может Проблеск просто переименовали в Искру. Я пытался найти хоть какую-нибудь информацию об этом, но это либо останется тайной, либо же нам это расскажут на релизе, потому как разработчики уверяли, что сюжет Шифра связан с сюжетом Stalker 2, и как минимум какие-нибудь намеки или отсылки мы при прохождении сможем обнаружить. Стоит отметить, что сами вартовцы и Нейчас не называют подчиненных Озерского Искрой, а лишь учеными с Малахита. И еще, не зная как научная часть группировки, но вот повстанческая уж очень сильно помешана на живой зоне. И я сейчас не про мод, воссоздающий реальную Припять. Хотя, конечно, странно, что они верят в то, что у зоны может быть душа или что-то в этом роде. Ведь такой подход весьма антинаучен. Да-да? Да-да, вы все правильно поняли. Очередные ученые в Stalker 2. А оказывается, несмотря на появление на территории зоны научно-исследовательского института, обычные экологи, которыми ранее заправлял профессор Сахаров, никуда не делись. Например, двух представителей данной группировки можно встретить на станции Янов в бывшем кабинете Оки. Доцент Попов и его ассистент Евгений попросят Скифа проверить реакцию особого вида кровососов на этанол. Думаю, вы сами понимаете, каким образом. Так вот, Александр Юрьевич, а именно так зовут местного ученого, предлагает в награду деньги и часть соцпакета. В соцпакет научного сотрудника на контракте входит страховка, медицинское обслуживание, официальный пропуск в зону, упрощенное налогообложение, и это только та часть, о которой нам поведает доцент. К сожалению, полный пакет нам предложить не могут, потому как из-за потери инвесторов они больше не набирают сотрудников на контракт. Ведь с появлением в зоне передового научно-исследовательского института инвесторы предпочитают финансировать именно в Нейчас. Поэтому как внештатному сотруднику нам предлагают лишь часть соцпакета в виде страховки жизни, чтобы родные Скифа получили денежную компенсацию в случае его гибели во время выполнения этого опасного задания. Да, вы можете заметить, что группировка какая-то немногочисленная. Но, во-первых, возможно, на релизе будут еще какие-нибудь представители, ведь одного из них нам уже показывали на скриншоте около мельницы, а это территория малой зоны. Ну а во-вторых, она была многочисленна лишь в тени Чернобыля. В Зое Припяти у нас есть Новиков, Герман и Озерский. Ну еще можно посчитать отряд Тополя, но они будут учеными лишь при условии, если мы выполним цепочку квестов, а в начале игры они одиночки. Ну а в чистом небе, так и вовсе у нас лишь один профессор Сахаров. Шутишь? Это хорошо. Тайная группировка ученых, встречающаяся лишь в Stalker Чистое Небо. Она настолько тайная, что даже спустя 10 лет после финала приквела о ней не знает почти никто в зоне. Их цель состояла в изучении зоны и поддержке ее равновесия.
Поэтому, когда группа Стрелка впервые пробилась к саркофагу, чем вызвало сверхвыброс, Чистое Небо поставили перед собой первостепенную цель в уничтожении лидера этой группы. Экипированы они в бело-голубой камуфляж, символизирующий как раз таки чистое небо над головой, а вооружены чем попадя, от ПМов и обрезов до спасов и калашей. Почти все представители группировки были завербованы, причем иногда чисто случайно, о чем можно узнать из диалогов с некоторыми NPC. А вот интересную информацию об основателях Чистого Неба, торговце Суслове, профессоре Каланче и лидере группировки Лебедеве мы узнаем уже из документа распоряжения о переводе, который Дегтярев находит в лаборатории X8 во время событий Stalkers of Припяти. А оказывается, что эта троица когда-то была частью О-сознания и, следовательно, проекта X. А если точнее, то их научная деятельность, до того как они основали Чистое Небо, проходила в лаборатории X7, той самой, в которой в капсулах Кокта лежала верхушка О-сознания. До того, как к ним в гости наведался Стрелок в каноничной концовке Тени Чернобыля. К сожалению, по стечению обстоятельств группировка внезапно перестала существовать в конце событий Сталкер Чистое Небо, хотя некоторых ее представителей, например Новикова и Шустерова, мы можем встретить в других частях серии. Что интересно, в Зое Припяти у Шустерова можно заказать бронежилет Чистого Неба, и если мы, будучи в нем, посетим бункер ученых, то появится уникальный диалог с Новиковым, в котором техник расскажет, что именно он разработал данный костюм, и что сидели они тогда на болотах. Поэтому в Stalker 2, по очевидным причинам, мы группировку Чистое Небо не встретим, хотя побываем на ее заброшенной базе во время прохождения основного сюжета, и даже спустимся в подвал профессора Каланчи, который в приквеле был недоступен. Внутри мы увидим еще больше подтверждений его причастности к осознанию. Например, там можно будет увидеть уменьшенный вариант визиографа, вроде того, что находится в бункере управления Монолитом. К тому же, до прибытия на заброшенную базу группировки, мы узнаем немного подробностей о последних часах деятельности Чистого Неба. Например, мы обнаружим аудиозапись с голосом профессора Каланчи, который предупреждает всех сотрудников Чистого Неба о том, что они должны экстренно покинуть базу группировки, но определить точную дату их возвращения пока не представляется возможным. Также на период отсутствия он настроил специальные маячки для мониторинга выбросов, которые к тому же должны были как-то при помощи пси-воздействия временно защитить базу. Почему же группировка не смогла возобновить свою деятельность, мне пока выяснить не удалось. Но могу сказать точно, что уже согласно традиции, в Stalker 2 мы, конечно, встретим Шустерова, ведь он появляется в каждой части серии. Надеюсь, что хотя бы Скифу он расскажет, где он так мастерски прятал флешку. И еще в одном из двух дополнений мы встретим другого известного представителя Чистого Неба. Он будет состоять в одной из новых для серии группировок, но об этом чуть позже. Майор Дегтярев, СБУ. Думаю, что по названию тут легко догадаться, кто лидер и основатель данного корпуса. Все верно, Василек. Какой еще Василек, спросите вы? А именно так в билде Зоо Припяти майора Дегтярева называет Зверобой. То ли это шутка разработчиков, а может все так и планировалось, ведь по идее в зоне он находится под прикрытием, но все к нему почему-то обращаются по фамилии, а Зоус при посещении Припяти все равно удивляется, что Дегтярев связан с военными. СБУ? Какого хрена? К большому сожалению, информации об этой группировке сильно меньше, чем об остальных. Точно известно, что корпус по аналогии с Долгом будет военизированным. Неясно, чем они будут вооружены, но если опираться на дизайн-документы, то можно понять, что одеты они уж точно будут в бронежилет и скат, возможно, какой-то особой расцветки. Что интересно, их лидер до сих пор носит звание полковник, хотя мог бы как Ткаченко присвоить себе генерала. Заместителем Дегтярева будет некий сержант Кондратенко, и с ним даже связан один интересный квест, в ходе которого нам предстоит побеседовать с двумя свободовцами.
Уж больно бесят они сержанта, обзывая группировку тупой корпусней и постоянно шутя про вертолеты и внеочередное повышение Дегтярева с майора до полковника. Штаб группировки же будет находиться на станции Янов, из чего можно сделать вывод, что корпус имеет дружественные либо нейтральные отношения с учеными и вольными. Ведь обычного сталкера мы видели у входа на станцию в одном из тизеров. К тому же в диалогах со случайными одиночками можно узнать, что в данный момент в корпус Дегтя набирает людей, но вот только со слабой снарягой в него никак не попасть. Сам же полковник Дегтярев будет находиться в комнате, которая ранее принадлежала медику Костоправову. Как и его заместитель, лидер корпуса тоже будет выдавать задания. Например, на зачистку окрестностей завода Юпитер от мутантов. И не просто, а желательно не повредив при этом бочки с горючим, находящиеся неподалеку от зверя. Чем будет заниматься группировка, какие у нее цели и враги, пока вообще не ясно. Точно известно, что они будут патрулировать окрестности станции Янов, завода Юпитер и Припяти. Видимо, уж очень тянет Дегтярева на малую родину. В целом обитатели зоны относятся к корпусу неоднозначно. Вольные говорят, что планируют присоединиться, а свободовцы, например, высмеивают. К тому же в одной из деревушек близ окрестностей станции Янов можно наткнуться на перестрелку бандитов и корпуса Дегтя. Мирного решения не будет, но Скиф сможет выбрать любую сторону конфликта, который произойдет по причине того, что оба отряда не поделили домик для привала. Но что же в этом конкретном домике такого особенного? Ведь казалось бы, в деревне их полно. Вы узнаете только на релизе. Пусть это останется сюрпризом. Смерть! Лютая смерть тем, кто отвергает его священную силу! Самая технологичная группировка в зоне. Из всего населения ЧЗО лишь Монолит овладел телепортацией. К тому же его бойцы имеют иммунитет к мощным всплескам пси-энергии, то есть выбросы не травмируют их сознание. Но если не учитывать, что оно уже травмировано. До событий Stalker 2 группировка занималась охраной стратегически важных объектов для осознания, ключевым из которых был сам Монолит, многими сталкерами именуемый Исполнитель Желаний. Ходили легенды, что если добраться до него, а пробиться к центру зоны весьма непросто, и попросить исполнить вашу мечту, то в награду за такое испытание он исполнит ваше желание. Для бойцов Монолита же этот камень был божеством, которому они поклонялись и даже слышали его голос. Они также были уверены в том, что Монолит — это метеорит, принесший ростки новой жизни. Из-за этого всего люди в зоне прозвали их фанатиками. Экипированы монолитовцы довольно хорошо, можно встретить большое их количество в экзоскелетах и научных костюмах. К тому же именно у бойцов Монолита на вооружении находятся гаусс-пушки, в узких кругах известные как изделие 62, а в тайниках группировки, обозначенных знаком атома, почти всегда можно найти аккумуляторы и армейские аптечки. Пожалуй, снаряжение у группировки на одном уровне с наемниками и военными, а все из-за того, что снабжение монолитовцы получают напрямую из-за периметра, на монорельсах с помощью подземных тоннелей. Подробнее об этом мы узнаем в ходе сюжета второго Сталкера. Наверняка вам всегда было интересно, кем же являлись монолитовцы до того, как стали религиозными фанатиками. В трилогии нет четкого ответа на этот вопрос. Ходят лишь различные байки между сталкерами, например о том, что они всегда были фанатиками и верили в Монолит, и в один день всей группировкой внезапно ушли в центр зоны. К счастью, в Stalker 2 нам наконец-то раскроют эту тайну. В диалоге с Тихим, который, к слову, состоял в отряде бродяги во время событий Зоо Припяти, можно будет узнать, что раньше группировка была чем-то наподобие Варты и тоже охраняла ученых, но однажды просто попала под излучение, и все ее бойцы по сути стали зомбированными, хоть и не до конца. Он также расскажет, что Монолит действовал на них как наркотики, и этому даже будет подтверждение. После битвы на дуге Коршунов скажет Скифу, что монолитовцы сражаются как в последний раз, а умирают счастливыми.
Ни для кого не секрет, что после событий Тени Чернобыля группировка стала сильно редеть в своем составе. И не только потому, что многих бойцов перебили неверные из числа одиночек военных Долга и Свободы, но и от того, что пси-воздействие ослабло. Остатки монолитовцев передислоцировались в Припять, но позже и те немногочисленные фанатики перестали слышать голос своего божества, и группировка окончательно распалась. И данная информация вовсе не спойлер, ведь на это были намеки в трилогии и шифре, да и про то, что монолита больше нет, нам скажут почти в самом начале Stalker 2. ДГСК уже даже в своих социальных сетях официально подтвердили, что монолит умер. А вот показывать в трейлерах, как Скиф сражается с монолитовцами, которых в зоне как бы и не должно быть, это, я считаю, уже действительно спойлер. Но почему монолитовцы вообще есть в трейлерах? Все дело в том, что еще в первой половине игры произойдет некое возрождение монолита из-за события, именуемого Сигнал, и на него даже есть отсылочка на официальном сайте игры. Так что еще раз попрошу не писать комментарии про то, что я вам тут жестко спойлерю игру, потому как сами ГСК это делают на каждом шагу. Скажу больше, что нам уже показывали в одном из трейлеров этот самый Сигнал, да и лидера возрожденного монолита мы в трейлерах тоже видели. Получается, что если вы просто смотрели трейлеры, то уже жестко заспойлерили себе сюжет, по крайней мере первой половины игры. Скажу сразу, что хоть Сигнал и подействует на абсолютно всех монолитовцев, как на своеобразных спящих агентов, после его окончания лишь часть бойцов вновь станет религиозными фанатиками, а остальные так и останутся в полдне. Кстати, о нем. Как ни крути, нам конец. Как я и сказал ранее, постепенно все монолитовцы вышли из-под контроля осознания. Намеки на это можно было видеть еще в Зове Припяти, ведь многие фанатики во время молитвы говорят, что больше не слышат голос своего божества. Монолит, почему ты оставил нас? Мы плачем. Мы ждем. Монолит, твои дети ждут тебя. Да и зачатки полдня мы видим во все том же Зове Припяти. Рядом со складом контейнеров можно встретить отряд невраждебных монолитовцев во главе с бродягой. Не стоит путать его с бродягой из чистого неба. Нет ни одного подтверждения того, что это один и тот же персонаж. Монолитовцы уверяют нас, что они теперь мирные ребята и вообще не помнят, кем были и как тут очутились. Помнят лишь, что раньше они убивали сталкеров, поэтому не знают, как обитатели зоны отнесутся к ним в данный момент. И это, кстати, хорошо перекликается с тем, что мы увидим в Stalker 2. Более подробно о судьбе бродяги мы можем узнать из одноименного трейлера. Оказывается, что сознание вернулось к нему во время операции Монолит, в тот самый день, когда Стрелок отключил выжигатель мозгов. Буквально через долю секунды после того, как бродяга выстрелил в одного из военных, к нему вернулся рассудок. И первое, что он увидел, это как в его прицеле падает тело неизвестного ему человека. Произошедшее очень травмировало бродягу. Особенно если учитывать, что монолитовцы после возвращения сознания буквально ничего не помнят. Поэтому в некоторых аспектах разума они не сильно ушли от детей. Так что, думаю, можете примерно представить, какого рода психическая травма была нанесена бродяге, да и практически всем бывшим монолитовцам. В память об этом чудовищном событии текущий лидер полдня стал носить эту судьбоносную гильзу в качестве талисмана, и чтоб не забывать, каково это быть чужой марионеткой. Наверняка вы уверены в том, что именно бродяга и основал полдень, но это не совсем так. Вновь вернемся к шифру. Нас интересует документ, в котором в очередной раз упоминается договор D4. Именно после подписания данного пакта бывшие монолитовцы были реорганизованы в группировку Полдень, а до этого они были просто последователями бродяги, возможно даже без определенной базы. Получается, что именно полковник Коршунов и основал Полдень, хоть и косвенно. Кстати, именно Варта и обеспечивает полное снабжение группировки, хоть в данный момент она и урезала поставки, о чем можно узнать у местного завхоза. Также смею предположить, что и на Дикий остров бывших фанатиков тоже пересадили полицаи, ведь теперь первостепенная цель группировки – это очистка зоны от химического и радиоактивного мусора,
а именно на территории Дикого острова очень большое скопление токсических отходов. Таким образом, очищая зону от различной дряни, они как бы очищают свои души и искупают вину за то, что совершали, пока поклонялись Монолиту. Пожалуй, эта группировка с самой тяжелой судьбой. Как и предполагал бродяга во времена событий Зова Припяти, обычные сталкеры не знают, как относиться к бывшим монолитовцам. Поэтому нередки случаи, когда вольные нападают на полденцев, причем из-под тишка, да и при этом ранят обычно так, что помучились, например, дробью в живот. А вылечить после таких ранений выходит далеко не всегда, ведь медик полдня, Слава Портной, вообще не имеет должного образования, и ему буквально приходится учиться на чужих жизнях. Замену найти он никак не может, ведь его братья, а именно так полденцы называют друг друга, видимо старые привычки все же остались, не умеют делать ничего сложнее простого наложения бинта, да и поступление нового врача к бывшим фанатикам никаким образом случиться не сможет. Пожалуй, это тот уникальный случай, когда группировка может только редеть в своем составе. Конечно, полденцы всячески пытаются бороться с нападениями на своих братьев. Например, у них запрещена торговля. Вообще. Во-первых, им буквально нечем торговать. Все, что они имеют, это хлам, найденный на вылазках или работе. Да, полденцы буквально работают в зоне. Уж не знаю, какой у них там график, но я бы точно к ним на завод не пошел. А во-вторых, они боятся, что оружие, которое они продадут, может в будущем быть использовано против одного из них. Вдобавок к этому, местный радист скажет, что старается постоянно мониторить эфир, ведь однажды он спас этим своих братьев. Ему удалось подслушать разговор вольных, которые готовили нападение на бывших монолитовцев, и вовремя предупредить товарищей, чтобы они ушли от засады по подземным тоннелям. Так отряду полденцев удалось спастись, а вольные сталкеры так и остались ни с чем. Помните, я говорил, что полденцы чем-то напоминают детей? Все дело в том, что хоть они когда-то и были машинами для убийств, и руки, как говорится, все помнят, все же жить им приходится учиться по новой. Стоит отметить, что ребята из полдня самые вежливые люди в зоне, и у одного из них можно даже выяснить, почему так произошло. Я недавно услышал фразу одну: «Поступай с людьми так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Мудро же, а? Вот и стараюсь. На что Скиф, конечно, ответит, что этому учат еще чуть ли не с пеленок. Но ведь полденцы не помнят своего прошлого, у них остались лишь какие-то обрывки. К сожалению, сейчас вся группировка находится в безвыходном положении. Как-то покинуть зону и вернуться к нормальной жизни у них вряд ли выйдет, ведь им даже не ясно, куда возвращаться. Спокойно жить на Диком острове у них, как мы видим, тоже не особо выходит. Конечно, кому-то из ребят удалось уйти из полдня и примкнуть к другой группировке, тщательно скрыв при этом свое прошлое, но это лишь единичные случаи. Как изменится их положение в зоне ближе к финалу игры, я пока сказать не могу, но учитывая, что часть из них вновь примкнет к Монолиту, то думаю, что изменения будут не в положительную сторону. По факту, у группировки, шеврон которой показали как раз пока я делал по ней видео, будет сразу два лидера. Один из них бродяга, которому ГСК посвятили целый трейлер. Второй же это Фауст, которого недавно тоже официально представили. Бродяга будет заниматься фактическим руководством группировки, пытаясь дать своим братьям хоть какое-нибудь спокойное будущее, хоть и похоже, что им до него еще очень долго. Фауст же будет духовным наставником полдня, эдаким священником, ведь несмотря на то, что они уже перестали поклоняться Монолиту, религиозные устои у них все еще остались. Как мы уже знаем из официальных источников, Фаусту не нравится договор Д4, как я думаю и всем в зоне, кроме Варты и Нейчас. Поэтому он имеет свои взгляды на будущее группировки, из-за чего в полдне образовался некий раскол, который уже был показан в одном из трейлеров. Приверженцы Фауста надеются, что нужно лишь немного подождать, и слепой что-нибудь придумает. Другие же особо не верят в эти бредни. Так, на базе группировки можно услышать следующую фразу. Фауст говорит, а бродяга делает. Ты что выберешь, чтобы тебе рану перевязали или свечку за твое здоровье поставили?
Среди тех, кто смотрел трейлеры, образовалась теория о том, что раз у Фауста есть бельмо на глазах, то он так и не перестал слышать голос своего божества. И это, по сути, единственный выживший монолитовец, ведь человека с такими же глазами мы видели на официальных концепт-артах. Но все дело в том, что если бы это действительно было так, то остальные бы члены Полдня это сразу заметили. Так что могу вас заверить, что Фауст действительно слепой. Но вот при каких обстоятельствах он потерял зрение, я вам не расскажу. Такое нужно узнавать прямиком из игры. Вам могло показаться, что раз в Полдне небольшой раскол, то фактически люди разбились на две группы. Но нет, есть еще несколько бывших фанатиков, которые пошли своим путем. Например, Тихий, которого я упоминал до этого, ушел от бродяги и стал вольным. Хоть и не до конца, ведь если он поселится среди обычных сталкеров, а позже выяснится неприятная правда о его прошлом, то все может закончиться весьма плачевно. Поэтому Тихий основал небольшой лагерь буквально в паре сотни метров от главной базы Полдня. Теперь это небольшой островок свободной торговли на территории Дикого острова, куда изредка заходят представители других группировок, например, Вольные или Пламенцы. Конечно, Тихий не единственный ушедший от бродяги полденец, ведь многие из них не понимают, почему же они должны травиться испарениями, искупая свою вину за то, чего они даже не помнят. Доченька, какая большая стала. Скоро папа вернется. Бедолаги, которым просто не повезло. Когда-то они были в рядах других группировок. Свободы, долга, одиночек, военных, неважно. Попав под сильное пси-воздействие какой-нибудь установки или контролера, а может даже пси-оленя, они потеряли свой рассудок, оставив от прошлого лишь оболочку. Помочь им, к сожалению, невозможно. Процесс разрушения личности необратим. В Зове Припяти мы можем на примере группы Тополя увидеть, как контролер захватывает разум сталкеров и зомбирует их, причем за довольно короткий срок. Жаль, что на самого Дегтярева пси-излучение не действует, тогда мы могли бы все это прочувствовать на собственном примере. Вообще, зомбированных сложно назвать группировкой, у них нет эмблемы, идеологии и лидера. К тому же у них уже отсутствует большинство функций мозга и остались лишь инстинкты и базовые навыки. Но бедолаги стараются держаться вместе. Зачастую группы состоят не только из зомбированных сталкеров, но и мутантов. Например, у вертолета рядом с трупом Васильева прекрасно разгуливают зомби и снорки, при этом не атакуя друг друга. То же самое можно видеть и внутри лаборатории Х-16. Как и мутанты, монолитовцы тоже относятся к союзникам, потерявших рассудок сталкеров, что можно не раз наблюдать в трилогии. Зомбированные не сразу становятся медленно ковыляющими бездушными оболочками, функции мозга покидают их постепенно. Например, в Тени Чернобыля можно наткнуться на парочку зомби, которые передвигаются как обычные сталкеры. К тому же в одном из отмененных квестов первой части серии нужно было допросить одного из товарищей Лысого, сталкера Рябова. Вместе с еще одним одиночкой они отправились на радар, но когда запахло жареным и Рябой подвергся мощному пси-воздействию, то Лысый сбежал, а третий сталкер по прозвищу Гарпун погиб, пытаясь спасти товарища. В роли стрелка мы должны были разговаривать с Рябым в баре. Конечно, дошел он туда не сам. Люди бармена нашли его на окраине радара. На тот момент уже прошло какое-то время с происшествия, и разум сталкера сильно помутнел. Но дав ему аптечку, мы сможем ненадолго привести его в чувство. К сожалению, эффект от аптечки недолговечен, и в ходе диалога Рябой осознает, что окончательно теряет свой рассудок и не выдерживает. В Stalker 2 зомбированные никуда не делись. Они также небольшими отрядами обитают в местах с сильным пси-воздействием. К тому же мы сможем нарваться на несколько локальных историй, связанных с этой группировкой. Так, недалеко от свалки брошенной техники можно будет обнаружить коллектор, спустившись в который мы встретим двух друзей, Гудвина и Фостера. Последний из них влез в пси-аномалию и серьезно обучился. Гудвин побоялся возвращаться с товарищем на Росток, вдруг того бы пристрелили, поэтому он дал ему таблеток и подумал, что лучшим решением будет укрыться в этом коллекторе, пока Фостер не поправится. Но чем все закончилось, я думаю, вы и сами прекрасно понимаете.
Еще одна, абсолютно новая для серии группировка. Изначально планировалось, что пламя будет сформировано из отколовшихся бойцов свободы, которым не понравились современные реформы, и они решили вернуться к анархическим корням. Уверенные, что лучшая система мироустройства — это анархия, земля без государств и границ, а значит и без любых форм угнетения и слежки, они обосновались на территории лесничества. Их лидером должен был стать некий Артем Ветров, а техника планировали назвать Штепсель. К сожалению, это очень старая концепция, и на релизе все будет совсем по-другому. Пока не до конца ясно, чем именно будет эта группировка и какая у нее идеология, но есть и хорошая новость. Все-таки парочку представителей этой загадочной фракции мне удалось отыскать. Чтобы познакомиться с пламенцами, необходимо посетить пионерский лагерь «Сказочный», который уже засветился в трейлере «Это не рай». Территориально же лагерь расположен в Горелом лесу. Обрушенный мост в эту локацию мы увидим почти в самом начале игры. Но, конечно, сразу нас туда не пустят. Так вот, в пионерском лагере мы наткнемся на необычное скопление сталкеров. Некий Мор собрал вокруг себя около десятка новичков, чтобы они под его предводительством прошли школу выживания и стали по-настоящему опытными обитателями зоны. И, конечно же, Скиф тоже может присоединиться к этому увлекательному мероприятию. Но в данный момент нас интересует не это, а то, что среди местных учеников можно обнаружить сразу двух пламенцев. Один из них, Дайвер, не расскажет нам ничего интересного, а вот второй, которого зовут Кювет, поведает о том, что в его группировке все крутые, и вообще пламя — это идея Мора, того самого, что устроил местную школу выживания, а Дервиш эту идею просто украл. Видимо, так и будут звать лидера группировки. Также можно поинтересоваться, почему же они с товарищем покинули группировку и находятся так далеко от базы, на что Кювет ответит, что не хочет возвращаться к холоду, видимо тому самому, что раньше был барменом Чистого Неба. Пока невозможно точно сказать, как именно будут выглядеть ребята из Пламени, так как в диздоках концептов нет, а в билде используются заглушки в виде моделек вольных сталкеров. Могу лишь предположить, что расцветка брони будет в оранжевых тонах. Но зато я точно могу сказать, что база группировки будет расположена чуть севернее Припяти, на песчаном плато. Изначально планировалось, что в этом месте будет застроен 6-й микрорайон города, но из-за катастрофы этим планом не суждено было сбыться, и песчаное плато послужило пунктом временной локализации радиоактивных отходов. В Stalker 2 мы посетим эту довольно пустынную локацию в одном из двух планируемых DLC, хотя пустынная она лишь в реальной жизни, а в игре там будут расположены деревушки, ЖД-станции и даже подземные лаборатории. Это здесь где-то, под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Я долго думал, выносить ли их в отдельный блок, ведь информации о диггерах весьма немного, и самое забавное, что у меня даже нет четкой уверенности в том, что это полноценная группировка. В лагере Тихого можно встретить торговца, который говорит следующую фразу. Конечно, конкуренции старожилы опасаются, но я не свечусь особо. Торгую с полднем, пламенцами, кротами. В общем, бедовой публикой. Про пламя мы уже поговорили, и судя по всему, слово «бедовое» к ним полностью подходит. Так что, возможно, среди кротов тоже все крутые. Моя теория состоит в том, что так обыватели зоны называют диггеров. В Тени Чернобыля как раз была группа сталкеров во главе с кротом, и они как раз таки были диггерами, но не отдельной фракцией, а небольшим отрядом одиночек. Я не берусь утверждать, что в Stalker 2 мы увидим ту же самую группу, которой когда-то помогали отбиться от военных. Возможно, это просто совпадение или отсылка. Вдобавок, также техник в Залесье попросит нас помочь диггерам, которые ушли в тоннели и теперь не выходят на связь. Линза, так зовут местного Кулибина, расскажет, что данная небольшая группа из 4 человек занимается поиском всякого хлама, оборудования старой электронной техники и КПК погибших сталкеров, из которых можно выяснить координаты теперь уже бесхозных тайников. Находки они продают либо на большой земле, либо же в зоне, ведь техникам всегда пригодятся запасные детали. Вот только не до конца ясно, связаны ли диггеры, упоминаемые техником в Залесье,
и торговцам на Диком острове, и являются ли они вообще полноценной группировкой, или это всего лишь небольшие отряды вольных сталкеров, как это было во времена Тени Чернобыля, которые занимаются поиском различного хлама, а не артефактов, как это обычно принято. Вот и подошла к концу бесспойлерная часть видео. Времени на его создание у меня ушло немало, но я надеюсь, что оно того стоило и вам очень понравилось. И если это действительно так, то поддержите этот ролик лайком и комментом. А если вы боитесь серьезных спойлеров, то скорее закрывайте это видео, ведь дальше речь пойдет о... Мы Осознание. Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. А вот это уже действительно секретная группировка, и по сути она же самая первая из существующих. С результатами ее деятельности мы взаимодействуем на протяжении событий всех частей серии игр Stalker. Главная цель Осознания – это изменение мира при помощи подключения к ноосфере, информационному полю Земли. Объединившись в коллективный разум, они планировали убрать весь негатив и сделать этот мир идеальным. Но, как мы все прекрасно знаем, у них что-то пошло не так, и в результате 10 июня 2006 года произошел выброс мощной пси-энергии, позже названный второй катастрофой, который и послужил образованию Чернобыльской аномальной зоны с артефактами, мутантами и сталкерами. В Тени Чернобыля представитель Осознания нам утверждает, что они невиновны в аварии 1986 года. Нет, мы здесь ни при чем. Наш эксперимент начался уже после аварии на Чернобыльской АЭС. И возможно, так оно и есть, а возможно... Помните, я уже 2 раза упоминал, что ученые из Искры отправят нас на поиски документов о первых аномалиях. Так вот, оказывается, что первые аномальные образования появились еще в 1986 году, после первой катастрофы. К сожалению, в билде не уточняется, какие именно аномалии были в те годы, но факт остается фактом. Так что возможны 2 варианта. Либо же аномалии образовались случайно, сами по себе, и именно поэтому Осознание, как-то прознав про это, решило вести свою деятельность именно на территории ЧЗО. Либо представитель Осознания нам, как бы это помягче сказать, напиздел, и именно они виновны в аварии, случившейся 26 апреля. Конечно, мы сейчас говорим об игровой вселенной, а не ужасной трагедии, произошедшей в реальной жизни. Скорее всего, даже в Stalker 2 мы не получим ответа на этот вопрос. Но из дизайн-документов уже известно, что Осознание начало активничать на территории зоны еще в прошлом веке. Так выясняется, что Карибский эксперимент, который упоминается в лаборатории X8, был проведен аж в 1995 году на территории пруда-охладителя. Это была первая попытка подключения к ноосфере. Эксперимент длился недолго, но зато какой результат. Ученые смогли получить самый первый артефакт, вокруг которого как раз таки и будет завязан сюжет второго Сталкера. И также помимо артефакта появилась и первая климатическая аномалия, которая окутала весь пруд-охладитель и ближайшие окрестности вечной мерзлотой, из-за чего территорию, на которой это все происходило, стали называть Холодный остров. Именно там и будут происходить события одного из 2 сюжетных DLC, скорее всего первого. И в билде уже есть небольшая затравочка на этот счет. Один из ученых Нейчас скажет, что остров на пруду охладителя пока недоступен из-за этой самой уникальной ледяной аномалии. Но, думаю, концовка игры как-то повлияет на температуру конкретно на этом участке зоны, что в будущем с выходом дополнения откроет нам возможность к исследованию места проведения Карибского эксперимента. Наверняка вы подумали, что раз в видео был блок про чистое небо, а они в Stalker 2 лишь упоминаются, то и с Осознанием та же песня. Но, несмотря на то, что в каноничной концовке Тени Чернобыля нам наглядно показывают, что Стрелок уничтожил ученых в колбах, да и в трейлере «Иди ко мне» мы видим в капсулах октоскелеты, ближе к середине сюжета Stalker 2, проходя игру за ветку Искры, нам расскажут, что Осознание все-таки живо.
И знаете, об этом можно было догадаться, ведь операция «Зенит» провалилась. Если кратко, то цель операции была во взятии под контроль территории генераторов. Действие «Зенита» происходит уже после подписания договора Д4, следовательно, монолитовцы уже не могли защищать интересующую Варту землю. Но что же остается тогда? Получается, что кто-то из осознания выжил и смог накрыть зону мощным выбросом, как это было в концовке «Чистого неба», но гораздо мощнее. В диздоках этот самый выброс описан как третья катастрофа. Скорее всего, Стрелок, который вроде как должен был хоть немного поработать в ней час, если верить концовке Зооприпяти, убедил всех в том, что осознание мертво и генераторы больше никто не охраняет, а за провал операции «Зенит» его как раз таки с позором и уволили. Но это всего лишь мои предположения, а как оно было на самом деле, будем узнавать на релизе. Но как же все-таки осознание выжило? Как мне кажется, Стрелок действительно уничтожил большую часть этой и без того малюсенькой группировки. Но когда в колбах остались 1 или 2 живых ученых, сработала система защиты, и Стрелку показали мультики со стрекозами на лужайке. И скорее всего параллельно телепортировали куда подальше от генераторов, чтобы он был уверен в том, что все закончилось, но при этом не помнил, как именно он оттуда выбрался. Но опять же, как нам это решили объяснить ГСК, я не знаю. Что ж, раз мы уже так сильно углубились в спойлеры, то давайте расскажу вам еще об одном выжившем члене осознания, который, кстати, повлиял на зачистку своих бывших коллег. Конечно, я сейчас говорю о Докторе, которого у нас так любят называть болотным. Надеюсь, что после выхода Stalker 2 это прекратится, ведь там нам заявят, что на самом деле Доктор это профессор Кайманов, который был ответственен за создание выжигателя мозгов. На данный момент вообще не ясно, зачем он покинул осознание и для чего ему понадобилось уничтожать бывших коллег руками Стрелка. Но Стрелку вся эта многоходовочка от Кайманова не понравилась, и в сцене на крыше из трейлера 2021 года он как раз обсуждает со Скифом убийство Доктора. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Надеюсь, что ответы на интересующие нас вопросы мы все-таки сможем узнать в самой игре, ведь покинувшего осознание ученого мы видели в трейлере «Иди ко мне». Он там как раз говорит: «И что же мы имеем десятилетия спустя? Зону по образу и подобию». И действительно, Карибский эксперимент был в 1995 году, а вторая катастрофа, основавшая зону, произошла спустя 11 лет. Думаю, что Док вполне мог округлить для красного словца, потому как рассказывать Скифу про события Тени Чернобыля, которые происходят за 10 лет до событий Stalker 2, было бы весьма странно. С Каймановым же Скиф познакомится уже во второй половине игры. Его хижина, которая мелькала в роликах Тени Чернобыля, будет находиться на территории Карагодского леса. Это немного южнее дуги, почти на самом краю зоны. Вот такой масштабный ролик получился. Если вы досмотрели его до конца, то огромное вам спасибо. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите в комментариях интересующие вас вопросы. Ну и про телегу не забывайте, там посты выходят каждый день. Всех обнял. Пока.